Давайте более детально рассмотрим увлекательный мир новой ролевой игры на выживание, которая готова увидеть свет уже 24 января этого года. Enshrouded – это та самая игра, которая называют заменой, а может быть даже убийцей Вальхейма, Вальхеймом на максималках или новым шедевром выживания. И хоть это всего лишь ранний доступ к еще незавершенному продукту, который будет меняться, расти, развиваться, но закрытая бета и демо-версии уже дали довольно симпатичную и многообещающую картинку. Кстати, если ты по какой-то причине еще не знаком с этой игрой, то прошу проследовать на мой полный обзор. Ссылочка на видео появится здесь, а также будет в описании. Ну а мы пройдемся по интересным деталям, которые следует знать перед выходом игры. Так что согревайся горячим чайком, кофейком в это холодное время, а мы начинаем. И да, если что, я Орли. Заранее благодарю за просмотр, подписочку и лайк от тебя. Я подготовила для вас различную информацию по миру Enshrouded, как небольшие обновления, информацию о релизе, небольшие гайды по игре, так и место входа в секретную локацию. Мы пройдемся по часто задаваемым вопросам от игроков и ответам разработчиков. Помимо этого, создатели рассказали и даже показали то, как они создают локации для игры, да и в целом весь игровой мир на своем собственном движке. Кстати, несмотря на то, что каждый год выходит много грандиозных игр и крупных AAA проектов, Enshrouded наравне с ними поднялся на верхушку самых ожидаемых игр 2024 года в Steam, что очень даже неплохо. Итак, 24 января 2024 года игра выходит в ранний доступ на платформе Steam. Она также появится на PlayStation 5 и Xbox серии X и S, но только после того, как выйдет в полный релиз. Неужели они меньше чем за год планируют допилить игру и выйти из раннего доступа, а не плавать в нем, как Вальхейм уже столько лет? Что ж, пожелаем им удачи! Стоимость Enshrouded все еще не указана в Steam и в целом еще ни разу не называлась даже приблизительно. Но это не мешает игрокам спорить о предстоящей цене на разных платформах. Кто-то говорит, что игра должна быть примерно по цене того же самого Вальхейма, кто-то утверждает, что дороже по ряду причин. Однако это все домыслы, а вот разработчики заверили, что она однозначно будет дешевле на старте. То есть в раннем доступе купить выгоднее, нежели когда игра выйдет в полный релиз. Ну а как вы думаете, сколько может стоить игра? Делитесь своими домыслами в комментариях. А теперь к деталям игрового мира. Полный игровой мир занимает площадь около 64 квадратных километров, и после выхода в ранний доступ планируется увеличение, но на данный момент разрабы считают, что этого хватит на, цитирую, «долгое время». Сам мир в игре довольно глубокий, и отвечая на вопрос, насколько глубоко можно зарыться, разработчики сообщили, что потребуется немало времени, чтобы откопать дно, а сколько именно, видимо, придется узнавать самим. А вот насколько высоко можно строить, были получены следующие цифры: от 75 до 100 метров с одним алтарем, видимо прокачанным, но также алтари можно стаковать, что увеличивает возможность застройки. На данный момент в игре есть несколько подземелий с боссами, и разработчики надеются добавить больше во время раннего доступа. Отстраивая свою базу, можно не готовиться к защите от рейдов мобов. Идея базовой локации – это безопасная зона, где можно отдаться творчеству строительства. Создатели игры не хотят, чтобы игроки строили бункеры для выживания, а скорее замки и поселения для комфортной жизни. Этот мир имеет динамический уровень сложности, но будет изменяться не от уровня персонажа, а от количества игроков на сервере. Причем игра учитывает расстояние между игроками, а если человек сражается вдали от товарищей, то и уровень монстра будет соответствующий одному игроку. Кооператив рассчитывает до 16 игроков на сервере, что дает возможность объединить силы с друзьями или рандомными игроками, дабы не чувствовать себя одиноким в этом затуманенном мире. Также свой сервер можно настроить более детально под себя. Помимо того, что игру можно проходить в соло, а также играть на доступных серверах, добавлена возможность создавать свой собственный выделенный сервер. В Enshrouded поощряется дух товарищества. Это значит, что вместо конкуренции и PvP-сражений свое внимание нужно сосредоточить на совместной работе в преодолении препятствий. Да, на данный момент нету возможности играть против других игроков, и никакого Friendly Fire тоже нету, только PvE-контент. И один из ключевых плюсов в совместном прохождении – это воскрешение. Ежели в соло-игре, умерев, придется бежать за своим лутом с точки возрождения, а это может быть и на другом конце карты, то в кооперативе присутствует возможность реанимировать павшего товарища и продолжить путешествие, что значительно сократит время исследования мира.
Что касается смерти в соло-прохождении. Обычно в подобных играх ты возрождаешься на своей кровати, без какого-либо снаряжения и лута, и требуется бежать за добытым скарбом в исподнем и без оружия, так как оно осталось на месте гибели. То в этой игре этот момент был немного переработан. Персонаж все так же возрождается в определенном месте, но теряет при этом только лут, а шмот и оружие остается при тебе. Также был дан ответ по поводу сохранений. И те, кто успел насладиться, намучиться или просто наиграться в раннем доступе Enshrouded, в итоге не смогут перенести своих старых персонажей и миры с постройками. Все придется начинать с чистого листа. Ожидается значительное повышение производительности по сравнению с бета и демо-версией, что означает более плавную частоту кадров и захватывающую визуализацию при погружении в мир. Строить свои базы можно будет почти где угодно, как в подземельях, вырытых туннелях в горе, так и в облаках. Напомню, что для постройки требуется алтарь пламени, а их будет ограниченное количество, так что место по строительству надо выбирать с умом. Зато между алтарями возможна телепортация. Лут не имеет веса в инвентаре, но сам инвентарь довольно ограничен, поэтому придется часто бегать домой и выкладывать собранное. Но лично я предпочитаю таскать с собой еще один алтарь, что даст возможность телепортироваться на основную базу и обратно. Игровой мир обновляется с определенной частотой. Все территории, которые не выбраны под базу и не защищены пламенем, будут восстанавливаться, а мобы возрождаться. Сокровища, да и в целом лут, имеет процедурную генерацию, и каждый раз из сундуков или боссов могут выпадать разные предметы, поэтому возвращаться на старые локации очень даже полезно. Большую часть брони, от самого простого типа до легендарного, можно как скрафтить, так и найти в мире, а вот с оружием наоборот. Создать можно только самые простые предметы, а что-то действительно стоящее придется искать в мире. И да, все оружие чинится автоматически за верстаком. А вот любители модов, а также сами мододелы, будут расстроены тем, что на данный момент в планы не входит добавление поддержку модов, поскольку сама игра создается на их собственном специальном движке и не имеет общедоступных инструментов для создания модов. В то же время разработчики постоянно совершенствуются, и кто знает, может быть в конце концов будущие обновления смогут открыть потенциал моддинга. Кстати, о собственном движке. Разработчики игр, создавая виртуальные миры, сталкиваются с выбором – использовать процедурно сгенерированный ландшафт или создавать его вручную. И каждый подход имеет свои преимущества и недостатки. Например, процедурная генерация позволяет создавать огромные миры за короткое время. Однако, она же может привести к созданию однообразных и повторяющихся миров. Кроме того, может быть проблематично вплести готовую историю в такой мир. Ручная же работа позволяет создавать более уникальные и интересные миры. Она дает более гармонично интегрировать историю в мир, делая его глубоким и увлекательным. Но ручная работа требует большего времени и ресурсов, чем процедурная генерация. И вот в Enshrouded была выбрана именно ручная работа, то есть ландшафт и строение не генерируются автоматически, а все, как говорится, made by hand заботливыми ручками разработчиков. И вишенка на торте тем, кто досмотрел до этого момента. Разработчики Enshrouded опубликовали один раз скриншот из игры, непрозрачно намекнув, что в этой области можно найти вход в секретную локацию. Цитата. «Мы не можем подтвердить или опровергнуть существование секретного лабиринта, потому что его нет. Но если бы такой существовал, то его секретный вход, вероятно, был бы где-то на этом скриншоте. Так что глядим в оба и ищем локацию. Кто найдет, пишите в комментариях». Осталось подождать совсем немного, и мы сами сможем окунуться в этот интересный мир, полный опасностей и интригующих историй. Enshrouded обещает стать одним из самых захватывающих кооперативных игр на выживание 2024 года, с уникальным миром, увлекательным геймплеем и захватывающим сюжетом. И эта игра определенно заслуживает внимания. Ну а с вами была Орли. Как всегда, не забывайте ставить лайкосы за видосы, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного, и обязательно приходите на стрим по игре сразу по релизу. Пока!